Это граница Словении и Хорватии. Я въезжаю со стороны Словении в Хорватию в направлении Rijeka. Вот уже я въехал в Хорватию. Палатка прямо на берегу Адриатики, между Рекой и Апатией. Не кемпинг, а дикая точка, где всего пару человек ночевало. Камни, море и я. Проснулся от звука волн, открыл свою молнию в своей палатке, и сразу рассвет. Нет стен, нет потолка, только горизонт. Здесь не нужно спешить, весь день это вода, ветер и солнце. Ночью звезды и луна, и легкий плеск прибоя. Такие ночевки стоят сотен отелей. Это свобода. Это Хорватия. Это Vela Liberty. Я приехал в Риеку на велосипеде, чтобы увидеть этот удивительный город своими глазами. Здесь морской воздух смешивается с запахом кофе из уличных кафе, и старинные здания помнят времена не только Австро-Венгрии, но и Италии. Год 1945. Конец Второй мировой войны. В Риеку входят югославские партизаны Тита. Для итальянцев, которые здесь жили, это поворотный момент. Риека, тогдашняя Фиума, до войны принадлежала Италии. Но после 1945 года она становится частью Югославии. Начинается массовый исход итальянцев. Десятки тысяч покидают город, спасаясь от репрессий, насилия и страха. Многие семьи уезжают и никогда больше сюда не вернутся. Сегодня в Риеке живет совсем немного этнических итальянцев, менее 2%. Но итальянский след остался в архитектуре, названиях улиц, кулинарии и даже менталитете. Есть итальянские школы, культурные центры. Хорватия официально признает итальянцев как нацменьшинство. Они неотъемлемая часть многослойной истории Риеки. Rijeka – третий по величине город Хорватии, уютно расположенный на побережье Адриатического моря. Это портовый город с богатой историей, смешением архитектурных стилей и особой атмосферой свободы. Здесь встречаются старинные улицы, набережные с яхтами, шумные рынки и современные галереи. Исторически Rijeka долгое время находилась под влиянием Италии. Это видно в архитектуре старых зданий, уютных улочках и даже в кухне. Город словно впитал в себя черты как Адриатического побережья, так и Средиземноморской Италии. Здесь можно встретить элегантные здания в стиле неоклассицизма, напоминающие улицы Триеста или Венеции. Порт Rijeka – это сердце Хорватии на Адриатике. Самый крупный морской порт страны, он играет ключевую роль в экономике региона, соединяя Центральную Европу с морскими путями всего мира. Исторически Rijeka всегда была воротами на Балканы. Во времена Австро-Венгерской империи это был стратегический порт, центр торговли и промышленности. За свою историю он переходил из рук в руки, от итальянцев к югославам, оттуда к независимой Хорватии. Этот культурный калейдоскоп чувствуется в архитектуре города, в атмосфере набережной и в самом порту. Сегодня порт Rijeka – это современный логистический хаб. Здесь перегружаются контейнеры, нефть, зерно и промышленные товары. Порт связан с железнодорожной и автомобильной сетью Европы и в последние годы активно модернизируется с инвестициями Европейского Союза и Китая.
Для Хорватии это не просто транспортный узел, это окно в мир, а для путешественника особая точка притяжения. В Риеке билеты на футбол можно не покупать, достаточно просто прийти вот на панорамную обзорную площадку и смотреть футбол. Вот они, монолиты Риеки, высотные дома, стоящие на горе, словно дозорные башни, наблюдающие за городом и морем. Эти здания – часть архитектурного ландшафта, доставшегося Риеке в наследство от югославской эпохи. Масштабные, массивные, утилитарные. Их видно издалека, они словно выросли из склона, повторяя форму рельефа, но не стремясь быть невидимыми. Некоторые считают такие дома уродливыми, другие ценят их как важную часть истории города и всей архитектуры югославского модернизма. Сегодня они не просто бетонные коробки, а символ времени, символ эпохи, когда строили не красиво, а правильно, для того, чтобы решить вопросы жилья для всех нуждающихся. В этих квартирах жизнь. Жизнь десятков тысяч людей, которые родились и живут в этих домах. Вид на Адриатику, шум лифтов, детские голоса во дворах, запах ужина их с открытых окон. Это Риека. Какой контраст сразу виден. Дома, построенные в период Италии или Австро-Венгрии, и социализм. Это вот очень отчетливо видно.
Река – это город на стыке миров. Здесь живут в основном хорваты, но чувствуется след итальянцев, словенцев и даже сербов. Город долго был под Австро-Венгрией, потом под Италией, потом в Югославии. Отсюда такая культурная смесь. Основной язык – это хорватский, но в центре города можно услышать итальянский, сербский. Молодежь часто говорит по-английски. Прямо за городом поднимаются хребты Горский Котар, а за Апатией Учка с высотой 1401 метр. С вершины видно Адриатику, Истру и даже Италию в ясный день. А внизу, в тени этих гор, море, где живут дорадо, сибас, сардины, кальмары и другие морские обитатели. Река не просто порт, это место, где горы встречаются с глубинами моря. Здесь каждый камень впитал историю смены империй. Австрийцы, венгры, итальянцы, югославы, все хотели реку. Но она не чья-то, она сама по себе. Река сегодня это город рабочих, студентов, портовых матросов и художников, бетонных коробок на холмах и шумных субботних рынков. Здесь не продают атмосферу, ее надо почувствовать. В университете Риеки обучается около 18 тысяч студентов. Это один из крупнейших университетов Хорватии, который включает множество различных программ учебных и привлекает студентов не только из Хорватии, но и из-за рубежа. Закат в порту Риеки. Корабли замирают, море остывает, а город слушает, как солнце уходит. Здесь каждый вечер как финал фильма. Добро пожаловать в Апатию, один из самых утонченных курортов Хорватии, спрятанный между морем и горами на побережье Кварнерского залива. Это место знают как Адриатическая Ницца за изысканную архитектуру, ухоженные набережные и романтическую атмосферу. В июне здесь происходит нечто особенное. Цветет вечно зеленый жасмин. Июнь в Апатии пахнет жасмином. Ты идешь вдоль моря и внезапно чувствуешь, воздух меняется. Становится теплым, сладким, почти пьянящим. Это он, цветущий вечно зеленый жасмин, невидимый дирижер летнего настроения. Белые цветы, как маленькие звезды, укутывают стены и изгороди. Их аромат не просто приятно щекочет ноздри, он заполняет все пространство. Зовет остановиться, вдохнуть поглубже, улыбнуться. Это не просто запах, это память о лете, о Хорватии. Итальянская архитектура. Апатия была элитным курортом еще в 19 веке. Сюда приезжали аристократы из Вены, Будапешта и Праги. Знаменитая Лунгомария, набережная длиной 12 километров, связывает Апатию с другими прибережными городками. Здесь можно гулять часами среди пальм, сосен и цветущих жасминов. Город был частью Австро-Венгерской империи, потом Италии, Югославии и, наконец, стал частью Хорватии. Его архитектура – это смесь австрийского ренессанса, итальянского шика и югославской простоты. Климат здесь мягкий и влажный, идеальный для цветов и жизни. Annak